Всем привет! Вы на канале Дело мастера боится. Сегодня я расскажу вам о том, как установить и провести розетку, проводку в тех местах, в которых раньше проводки не было розетки. В нашем случае вот установленная розетка под кафелем. Здесь раньше ее не было. В этом месте будет находиться стиральная машинка. Это очень удобно для наших хозяек, для тех, у кого очень много переносок. Но их не хочется, чтобы лежали провода на земле. О том, как это сделать, смотрите в этом видео. Нам понадобится провод и всякие подручные материалы электрики, которые применяются в повседневной жизни. Приступим к работе. После того, как мы обили старый кафель, необходимо провести разводку для того, чтобы сделать две розетки в районе рабочей стенки возле печки. Для этого используется перфоратор с насадкой, зубилом, которая называется лопатка. С помощью этой лопатки очень легко делать трубу. Кабель будем использовать 2,5 сечением. Этого вполне достаточно, чтобы запитать вытяжку, печку, микроволновку и даже хлебопечку, если будет такая у хозяйки. Так что сейчас проводим стробление. Для того, чтобы сделать отверстие под розетку, используем другую коронку, которая имеет стандартный размер, и заглубив ее на всю глубину, очень легко затем поместить туда подрезетник. Подрезетники уже вырезаны. Вот так хорошо становится. После этого мы проложим провод и закрепим его алебастром. Здесь была установлена старая розетка с подрезетником. Демонтируем ее. Вот такой ее внешний вид. Здесь будет проходить наша труба, поэтому она мешала нормально работать. Стена здесь бетонная, плита штукатуренная, поэтому очень легко. В этом месте труба пойдет вверх. Для того, чтобы установить здесь еще одну розетку. Поднимаемся. Сначала делаем разметку с помощью уровня карандаша. Должна быть строго вертикальная линия. Для того, чтобы в дальнейшем при каких-либо неполадках можно было найти кабель, который находится в стене. Отмеряем с помощью рулетки необходимую высоту. У нас она равняется 1 метру, чтобы быть над столешницей. И с помощью коронки делаем отверстие под розетку, под подрезетник. Включаем перфоратор на режим полирования с ударом и начинаем сверлить. Можно выбить внутреннюю часть. С помощью зубила и молотка выбиваем. Вот. Получилось такое отверстие. Вполне пригодное для
с ногти розетки, даже немножечко глубже. Глубина нужна для того, чтобы сделать подушку из алебастра. Продолжим прокладку стробы. Начинаем сверху и идем вниз. Глубина стробы должна быть около 1–1,5 сантиметра. Теперь дальше пойдем в левую сторону и продолжим снова следующей розетки. Делаем разметку с помощью строительного уровня строго горизонтально. Уровень желательно брать подлиннее, для того, чтобы меньше было переходов. Вот у нас центр печки. На расстоянии 15 сантиметров. Отметим местоположение будущей розетки. Проводим сверление. Вот после небольших мучений отверстие в бетоне просверлено. В принципе, она полностью садиться не должна у нас, потому что здесь еще будет слой кафеля, и розетная колодка, под розеткой должен строго определяться по толщине кафеля, по плотности кафеля. Поэтому на этом хватит глубины. Теперь будем стробить стену бетонную. Лопатку нужно периодически подтачивать по мере затупления. Вот строба наша готова. И будет вполне достаточно, чтобы положить кабель под кафелем. Ну вот, розетки стоят на своих местах. Это, конечно, еще не розетки, а подрозетники. Я их буду подключать уже по мере того, как буду укладывать кафель. Это будет намного удобнее. И подключу к электричеству тоже после укладки кабеля, потому что может ударить током, это неприятно при укладке. Вы посмотрели видео о том, как установить розетки у себя дома, в тех местах, в которых их не было. Это очень удобно, интересно и полезно, особенно для наших хозяюшек, потому что не нужны барабинные провода. Вы были на канале Дело мастера боится. Ставьте лайки, пишите замечания и комментарии. Будьте с нами. Всем пока!